Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Исповедь предателя». Мы посмотрим, что же сейчас чувствует, о чем думает человек, который поступил некрасиво по отношению к вам. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно, ставьте на паузу. Выбирайте свой вариант. И давайте, начиная с первого варианта, с первой позиции, мы поговорим с нашими предателями. Итак, исповедь предателя. Давайте посмотрим, что же сейчас на сердце, на душе у человека, как он себя чувствует в связи с тем, что некрасиво по отношению к вам поступил. Как же он себя чувствует, что у него на душе, на сердце? Ой, вы знаете, могу сказать, что он, ну, хоть что-то. Девятка мечей. Смотрите, человек очень самодостаточный. И каких-то угрызений совести он не испытывает. Здесь он концентрируется на том состоянии, чтобы ему было хорошо. Он выбрал себя. Он поступил так с вами, потому что у него в приоритете свои собственные интересы. Тем не менее, есть переживания, он боится, ему страшно, он скучает, он тоскует по вам, и есть моменты, которые его пугают. А почему они его пугают? Почему пугают? Потому что вы очень достойны, королева Пентаклей, вы очень самодостаточная, вы уверены в себе. Как бы он ни концентрировался на себе, он знает, что вы его переиграли. Вы даже, знаете, даже не делали ничего для того, чтобы его переиграть. Вы просто придерживались каких-то своих принципов. Вы просто не шли вопреки себе. Вы действовали так, как вам свойственно. Вот и все. И он знает, что ваше спокойствие, оно непоколебимо. И его какие-то страхи и тревоги, они, знаете, они разбиваются, точнее, его разбивают, не сами разбиваются, а его разбивают перед вот этой вашей уверенностью. Но тосковать он тоскует, и у него очень много вопросов, на которые он не знает ответы. Какие у него мысли по поводу вашей ситуации? Он старается понять себя. Он глубоко копается в себе и понимает, что на самом деле вы были родными душами, и на самом деле вы его любили. Он видит, что вы к нему шли с любовью. Он понимает, что вы его понимали с полуслова. Точнее, он осознает, что вы его понимали с полуслова. На текущий момент ему одиноко. Поэтому он и концентрируется на себе. Причем он, знаете, старается себе купить еду повкуснее, купить одежду покрасивее, посмотреть фильм поинтереснее, потому что ему на самом деле одиноко, и он осознает, что он именно потерял вот этот вот контакт, вот это чувство с родным и близким человеком. Если вы на текущий момент вместе, да, и предательство где-то позади, где-то в прошлом, он, знаете, он все равно испытывает чувство страха и некую такую неуверенность в себе, потому что вы очень спокойны, вы очень достойно себя ведете. Давайте посмотрим его чувства к вам. Чувства. А чувства есть. Чувства есть. Причем здесь, знаете, какие чувства? Они стабильные. И вы знаете, если человек оказался предателем в том формате, что он выбрал кого-то другого, полюбил кого-то другого, то здесь я не могу сказать, что он полюбил. Здесь нет в чувствах никого, кроме вас. Здесь вот это предательство, оно
основано не на том, что у него есть чувство к другому человеку. Эмоции по отношению к вам стабильны. При этом он очень любит ваше присутствие в своей жизни. Ему нравится на вас смотреть, ему нравится вас слушать, ему нравится с вами разговаривать, ощущать ваше присутствие рядом. И вот это нравится, вот эта любовь, все это основано на том, что между вами много общего. Между вами много общих точек соприкосновения, основываясь на которые можно идти дальше. И ему действительно это в кайф, ему действительно очень нравится, ему легко, комфортно с вами, он отдыхает с вами душой и телом, да, вот когда есть с вами взаимодействие, ему действительно с вами хорошо и комфортно. А что же он хочет вам сказать вот в оправдании себя, либо, может быть, размышляя об этой ситуации? Что он хочет вам сказать сейчас? Нужно прийти к стабильности. Нужно бороться за стабильность. Наш союз ничего не сможет разрушить. Мы должны преодолеть все преграды и быть вместе. 4 жезлов, 10 пентаклей. Здесь многие смотрят на своего мужа или на постоянного партнера. Для тех, у кого вдруг кто-то не свободен, здесь камнем преткновения является семья. Да? То есть, если вы не свободны, если партнер не свободен, то семья для человека приоритетна. И он будет избавляться от тех моментов, он вынужден просто избавиться от тех моментов, которые мешают семье. Для тех, у кого все свободны, здесь человек совершенно точно, совершенно четко хочет наладить отношения с вами, хочет, чтобы они обрели вот именно постоянную, стабильную структуру. И он считает, что да, действительно, нужно отказаться от тех факторов, которые мешают вашим взаимоотношениям. И та стабильность, которая между вами есть, те чувства, те ситуации, которые вы вместе прошли, те моменты, которые вас связывают, они не позволят вам расстаться, они не позволят вам потерять друг друга надолго. Поэтому здесь он как раз-таки хочет сказать, что семья – это основа всего. А о чем хочет сказать, но боится, не решается. О чем хочет сказать, но боится, не решается. Вы знаете, он очень упрям. Он очень упрям, но вот в данный момент им действительно овладевают страхи. Он действительно получил головную боль, с которой ему не так-то просто справиться. Потому что вся его удача, вся его статусность, вся его вот эта императорская мощь и власть, она есть благодаря тому, что вы его поддерживаете. Или же она была благодаря тому, что вы его поддерживаете. И в тот момент, когда вашей поддержки он лишается, он получает жуткую, дикую головную боль в плане переживаний, в плане отношений с кем-либо, в плане построения каких-то планов, каких-то целей, достижений. Он просто, знаете, вот как лететь с одним крылом. Это невозможно. То же самое и здесь. Он очень упрям. Для него важен статус постоянного мужчины, да, мужчины, у которого есть стабильность. И тот момент, когда он остается без этой стабильности, он для него непривычен, он для него неприемлем и сложен. И вы знаете, здесь в какой-то момент он действительно боится признаться в своей слабости. Он привык быть самодостаточным. И в тот момент, когда ваша уверенность, стабильность и спокойствие его просто обезоружили, он просто в тупике. Отсюда и страхи, отсюда и состояние неопределенности. И то, что он слабый, в этом он боится вам признаться. В том, что внешний император, а внутри это боль, этот страх, он обороняется. Он как будто бы, вот знаете, в такой позиции, когда он вынужден защищаться и собирать все свои силы в кулак, всю свою волю в кулак, но тем не менее он понимает, что у него нет тыла, и он вынужден, знаете, вот как быть зажатым в угол, загнанным в угол от того, что нет вашей поддержки. И в этом он действительно боится признаться.
А какой вывод он сделал, ваш предатель, под номером 1? Какой вывод он сделал из этой ситуации? Какой вывод он сделал? Это урок. Это урок. И нужно теперь постараться прям поработать и с любовью прийти, и с ухаживаниями, и с заботой для того, чтобы восстановить ваше доверие, для того, чтобы вот именно показать вам, что вы для него ценны и значимы, что он готов о вас заботиться, что он готов трудиться, стараться на благо ваших отношений. Но тот урок, который он получил, он его усвоил. Потому что здесь вот именно Паш мечей говорит о том, что это не что иное, как урок, который, собственно, был им пройден. Здесь человек сделал выводы, здесь человек понял свою ошибку, и как бы он ни хорохорился, а он вот именно хорохорится, здесь есть моменты страха, и эти страхи, они как будто бы выбивают у него почву из-под ног, а это ему некомфортно, ему важно быть императором, ему важно быть при статусе, поэтому вот такой у нас первый вариант. Благодарю всех за просмотр, буду рада обратной связи. Давайте посмотрим, что у нас у двоечек. Второй вариант. Исповедь предателя. Что же с двоечками? Что у него сейчас на сердце, на душе, и как он себя чувствует в связи с этой вашей ситуацией? Пятерка мечей. Недоволен, обижен, в конфликте с самим собой. Смотрите, он уже получил по заслугам. Вернулся к нему бумеранг. Единственное, что он может в некоторых моментах до сих пор не сознаваться. Ой, ну посмотрите. Во-первых, он считает, точнее считал, он думал, что он победит. Он думал, что он одержит победу и все ему сойдет с рук. Но на текущий момент прилетел бумеранг, и он понял, он осознал, что он был неправ. В чем он был неправ? Он понял, что правда действительно восторжествовала. И здесь, знаете, вот наказанные получили по заслугам, и он в их числе. Единственное, что он может внешне не признаваться, он внешне может казаться гордым, вести себя гордо, не опускать головы, но тем не менее свое он получил. Он старается держать себя в руках, он понял, что нужно сделать какие-то выводы, это не просто ситуация, и ему больно, ему неприятно, у него внутри вот этот вот конфликт, который он вынужден просто уравновешивать внутри себя. Какие у него мысли относительно этой ситуации вашей? Не знает, что делать, понимает, что нужно идти дальше, нужно прийти к вам с какой-то информацией, с сообщением, но он ждет, он не хочет торопиться, он понимает, что поспешишь, людей насмешишь. Здесь, знаете, есть какая-то двойственность, здесь вот или-или, и он ждет какого-то момента для того, чтобы к вам с этой информацией важной прийти, чтобы рассказать, возможно, в чем-то признаться, потому что вот именно восьмерка жезлов, да, эта информация, она у нас под справедливостью. Скорее всего, признаться, сознаться в чем-то хочет. Он выводы сделал уже, он уже по заслугам получил. Здесь его жизнь научила, жизнь показала, как надо, а как не надо. Все уже до него долетело. Какие чувства он к вам испытывает, двоечки? Чувства. Ну, здесь чувство есть. Здесь еще и другая барышня в чувствах. Смотрите, такая ситуация. В отношениях с вами пропала романтика, пропала страсть. Нет у него к вам чувства страсти и чувства романтики. Есть эмоции по отношению к другой женщине, к жезловой королеве, и там все основано вот именно на огне, на сексе, на страсти, на вот этих вот, знаете, когда искры летают. От вас он закрывается, он просто, знаете, вот ему стыдно сейчас, вот он эти чувства как будто бы блокирует. Но
Те эмоции, которые у него к вам есть, они очень стабильны. Это про заботу, это про доверие, у него к вам доверие. Про вас к нему я пока не говорю. Здесь у него доверие к вам. И здесь осознание того, что вы его чувствуете, вы его слышите, вы его понимаете с полуслова. Но здесь, вот знаете, как-то вот приелась какая-то вот бытовуха, обыденность. Давайте чувство поподробнее посмотрим. Которая убрала вот эту романтику. Ему нравится ваша внешность, да, ну здесь совершенно верно, здесь треугольник, здесь есть момент, когда он просто одержим, причем сексуально одержим, здесь страсть к этой другой жезловой королеве, и он боится сам себя, боится этих чувств, он понимает, что это временно, он понимает, что это несерьезно. Тем не менее, те чувства, которые к вам испытывает, они стабильны, но, повторюсь, здесь романтика и страсть как будто ушли на второй план, что и заставило человека, собственно, действовать вот так, как действовал, да, как предатель. Что хочет сказать он вам? Что он хочет сказать? Нужно восстановить отношения. Это переломный момент, важный момент. Вы должны быть вместе. На самом деле вы два любящих сердца. И он стремится к стабильности, он стремится к семье, к стабильным отношениям с вами. Это очень важно, это значимо для него. Обязательно нужен второй шанс. Для тех, у кого еще не узаконены отношения, речь будет идти о законном браке. А о чем хочет сказать, но боится? О чем он боится вам сказать? Он поддался чувствам, его эмоциональное состояние очень нестабильно, и он действительно сейчас одержим вот этой вот верховной жрицей. Он действительно одержим сейчас влиянием другой женской фигуры. И он считает, что это романтика, это бабочки в животе. Порой ему кажется, что это все временное. Порой ему кажется, что здесь действительно есть чувство, любовь, романтика. Порой ему кажется, что его околдовали просто, знаете, вот как заворожили. Но, тем не менее, он считает, что ваши отношения, они имеют право, не то что имеют право, они должны быть восстановлены в формате стабильности, стабильных отношений и семьи в идеале. Какой вывод он сделал, ваш предатель? Двоечки. Вывод он сделал. Он очень хочет с вами помириться, примириться, но когда все войдет в прежнее русло, да, когда примирение осуществится, такое ощущение, что снова все может вернуться на круги своя. Вот ему, знаете, запахло жареным. Все, он готов успокоиться, он готов как-то вот клясться и божиться. Ну-ка, а будет он вообще дальше лукавить как-то, обманывать, предавать? Каково будет его поведение? Ой, ну конечно, карта маг, манипулятор. Ну конечно будет, при удобной возможности. Тем не менее любит он только вас. Тем не менее любит он только вас искренней, чистой любовью. Очень важно, чтобы между вами была романтика. Если между вами будут эти эмоции, будет эта романтика, которых ему не хватает. Вы знаете, он живет эмоциями. Он человек, который питается эмоциями. Как только все затухает, как только все успокаивается, он хочет найти эти эмоции где-то на стороне. И как только все успокоится в ваших отношениях, он сделал вывод, что опять же пойдет в то же болото, вернется все на круги своя. Но он очень хочет вернуть ваши отношения в тот формат, в котором они были именно до его предательства. Тем не менее, как только все устаканится, абсолютно не исключено, что он будет стараться вот при недостатке эмоций искать их где-то на стороне. Вот такой вот у двоечек товарищ. Благодарю двоечек за просмотр. Буду рада вашей обратной связи. Благодарю всех за лайки, за подписки, за комментарии. И идем к третьей позиции, к третьему варианту. Исповедь предателя. Что у него сейчас на душе, что у него на сердце и как он себя чувствует в связи со сложившейся ситуацией.
уходит с головой в работу. Троечкам тоже долетел ему бумеранг. Он старается, знаете, пребывать в балансе, в равновесии. Не могу сказать, что испытывает угрызение совести. Он считает, что он прошел какой-то урок. И по заслугам он уже получил. Он старается, знаете, вот прям как-то где-то исправить свои ошибки, где-то их в своем сознании проработать. Но он эмоциям не поддается. Нет, он как кремень. Он стабилен, просто он понимает, что он получил сейчас по заслугам, и надо как-то это исправлять. Какие мысли о ситуации у него? Какие мысли? Нужно делать выбор. Все в его руках. Выбор только за ним. Выбор действительно только за ним. И он не готов терять стабильность. Ни в коем случае не готов он терять стабильность, стабильное положение. Здесь 3 старших аркана. Он выбирает серьезные отношения. Он понимает, что все в его руках. Он считает, что должны быть отношения восстановлены. А что за чувства? Какие чувства он к вам испытывает? Семья, 10 пентаклей. Его помочь тянет. Вы не просто человек для него, вы для него человек родной. Здесь очень сильная страсть. Здесь страсть и партнерство. Здесь стабильность. А почему же ты предал-то, если у тебя и чувства есть, и стабильность важна? Почему ты предал? Почему ты предал? Чем ты вообще руководствовался? Так ли? Сложно было устоять. Здесь прям 10 мечей, это предательство. Он понимал, что он предает, но здесь сложно было устоять. Здесь такое ощущение, что вот партнерское такое вот было взаимодействие, партнерское вот именно с тем, с кем он предавал. Здесь такое ощущение, что нужно это было для то ли самоутверждения. Сам не понимал. Он понимал, что предает. Иллюзия. Возможно, это было под влиянием алкоголя. Возможно, это было под влиянием страхов, иллюзий каких-то. Но здесь ему важно было, вот знаете, как будто бы показать свою крутость. Показать вот именно свою крутость для того, чтобы сохранить вот этот вот свой статус очень классный, уважаемый. Но вот такой путь, который он избрал, он, конечно, не самый правильный. А что он хочет вам сказать? Он вас любит. Он вас любит искренне. Очень сильно ему не хватает вашего присутствия, близости с вами. Он сам себя обманул. Он сам себя обманул вот этим своим предательством. Он понимает, что он пошел просто вот по ложному следу, и его обманули, и он обманулся сам и обманул вас. А что хочет сказать, но боится? Что хочет сказать, но боится? Опять же, речь идет про обман, но, скорее всего, эта история еще не закончилась. Одно предательство есть, и одно предательство, одна ложь породила другую. Одну ложь он уже пережил, да, одну ложь, одно предательство вы уже пережили. И это не последний момент. Здесь еще будет такой момент. Он попытается противостоять, но навряд ли сумеет. Здесь еще будут, он боится вам об этом сказать, что действительно будут еще такие ситуации, когда можно будет, нужно будет, потому что он здесь как будто попал в ловушку. Здесь ему важно сохранить свое лицо перед тем человеком, с которым он связался, да, но здесь, знаете, как чем дальше заходишь, тем больше вот это болото засасывает. О том, что его обманули, он
готов вам сказать, а о том, что еще будут обманывать, и он будет обманывать. Он ждет какого-то очередного предательства, какой-то очередной лжи, но вам об этом говорить боится. А какой вывод он сделал? Какой вывод он сделал с этой ситуации? Вы очень умная, вы идеальная, но вы умеете быть жесткой. И он понимает, что наравне с вами он, посмотрите, он как дурак. Он просто как дурак, он как шут. Его обвели вокруг пальца. Но в дураках остался он. Несмотря на то, что предавал вас он, а не вы его. Вы умная, вы мудрая, вы рассудительная, вы достойная. Ему до вас, как до звезды, не дотянуться. Но он будет стремиться. Просто он понял, что остался в дураках. Не старайся кого-то переиграть. Он старался, знаете, он надеялся на то, что все сохранится в тайне. Он надеялся на то, что не будет обнародовано, не будет раскрыта его ложь. Тем не менее, он оказался в дураках. И он понимает, что вы умны. Не вы дурочка, а он дурак. Вы настолько умны, что можете разоблачить любую ложь. Где-то вы мудры, где-то вы умны. Здесь и женской энергетики, и такой вот, знаете, мечевой, холодной, разумной энергетики в вас хватает. Поэтому, собственно, ему с вами не тягаться. И каким бы упрямым, каким бы могучим он ни был, все равно он вот именно дурак, он шут, он как ребенок перед лицом вашего разума, вашей мудрости. Вот такой у нас третий вариант. Но он ни в коем случае не хочет отпускать, что ему дорого, он не хочет вас отпускать ни в коем случае. Он будет делать вам подарки. Скорее всего, пригласит на какое-то мероприятие, застолье, пиршество, торжество, кафе, ресторан, сделает подарки, пойдет на уступки для того, чтобы наладить вот эту вот гармонию и каким-то образом реабилитироваться в ваших глазах. Вот такой был третий вариант у нас, вот такие троечки. Благодарю троечек за просмотр. Буду рада вашей обратной связи, лайкам, подпискам, комментариям. Благодарю всех, кто смотрел сегодняшнее видео. И до встречи с вами в скором времени.